Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. И снова четверг. И снова шоу «Безос курит». К сожалению, у нас тут были небольшие каникулы, и кто-то ездил на форумы в Украину. Там был и А-форум, и G-форум, и было все очень интересно. Я ездил в Калифорнию, и как-то у нас очень много всяких событий, поэтому мы даже не успеваем выпускать такие ролики. Но вот сегодня четверг, и мы снова возвращаемся, и у нас сегодня шоу «Безос курит», и очень классный герой, с которым мы уже, в принципе, когда-то, примерно месяц назад, наверное, мы уже встречались, мы уже говорили, но теперь мы будем немножко говорить о другой теме. Женя, привет. О чем мы сегодня будем разговаривать? Давай от тебя будет. Давай. У нас сегодня интригующее название, которое придумал Антон, influencers, или по-русски лидеры мнений, и с чем их едят. И хотим поговорить о том, где этих лидеров мнений искать, что они могут для вас сделать, как они могут помочь вам в продажах и как с ними работать. Да, отлично. Тогда вот об этом мы сегодня будем говорить, а я немножко скажу о Евгении. Его компания Xeta Consulting, он является одним из лидеров, одним из лидирующих партнеров компании Shopify. Он оказывает услуги по выходу, по созданию сайтов на Shopify, по выходу на онлайн-площадки. То есть я, наверное, что-то сумбурно говорю, да? Скажи еще. Нет, абсолютно нормально. Вот я от себя могу добавить, что мы делаем, собственно, действительно три вещи. То есть первое, как партнер Shopify, мы делаем электронные магазины любого уровня сложности на Shopify. Мы выступаем как диджитал-маркетинг агентство и делаем фактически все, что приходит в голову, когда вы говорите о диджитал-маркетинг. И несколько раз в год мы проводим 30-дневные тренинги по выходу на зарубежные рынки, на рынки Северной Америки, Европы с использованием Shopify. Окей, отлично. Но если вы не смотрели нашу программу про Shopify и что это такое, вот, то вы можете пройти на наш канал на ютубчике и там посмотреть его в записи. Также там есть ссылки на Евгения, вы можете с ним связаться, как вам удобно. Но сегодня мы будем говорить про инфлюенсеров. Про инфлюенсеров, на самом деле, я уже возвращаюсь к этой истории несколько раз. У нас было шоу с Кристиной Уразминской, которая работает с инфлюенсерами очень хорошо. Но я несколько раз искал, и никто как бы не соглашался говорить, вот, а как найти инфлюенсеров, а как вот с ними работать. У всех какой-то был индивидуальный опыт. И вот сейчас я нашел Евгения. Евгений сказал, что у него очень много знаний об этом. Он даже приготовил презентацию, с которой мы будем сегодня работать. Ну, а если вы нас смотрите, где бы вы нас не смотрели, там, в Фейсбуке, на Ютубе или где еще, может быть, кто-то поделился этой записью, вы можете, внизу у вас есть такое поле, называется «Написать комментарий». Пишите там комментарий, и я его увижу здесь у нас в админ-панели, и любые вопросы или комментарии я выведу сюда, если они, конечно, не оскорбительные, серьезные, по теме. Мы говорим только сегодня про инфлюенсеров и только об этом. Вот, поэтому, если что, пишите, мы будем отвечать постепенно. Ну а сейчас, Женя, давай начнем с тебя. Okay. С чего начать? Кто такие инфлюенсеры и как их едят? С чем их едят? С тем, что вам по вкусу. Вообще идея с лидерами мнений возникла не так давно. Я бы сказал, что активно она начала использоваться где-то 4-5 лет назад с развитием социальных сетей и с появлением в этих социальных сетях людей, у которых сформировалась своя аудитория. Да? Есть там некий инстаграмер, ютубер, блогер, у него есть какая-то аудитория, которая к нему заходит, регулярно его читает, смотрит, слушает, что бы там ни было. И, соответственно, такую аудиторию грех не монетизировать, не использовать для продажи чего-то. Понятно, что у таких лидеров мнений, у них, как правило, там нет своего продукта, поэтому они с удовольствием как бы монетизируют свою аудиторию, свой труд, развитие своих аккаунтов, создание своей аудитории, рекламируя продукты, которые близки им по духу и близки по духу их аудитории. Активно я бы сказал, что это где-то вот как раз вот 4-5 лет назад начало бурно-бурно развиваться, и вот это, знаешь, сыграло такую злую шутку с этой темой. То есть, с одной стороны, в какой-то момент стало очень модно использовать таких лидеров мнений в качестве рекламного канала, да, для себя.
И на этом хайпе появилось большое количество так называемых лидеров мнений, значит, в кавычках, да, которые какими-то всеми правдами, неправдами нагоняли себе аудиторию, разгоняли число подписчиков. При этом там, мало кого интересовало, откуда эти подписчики, поэтому их скупали по дешевке в каких-то там странах третьего мира. И все это привело к тому, что идея рекламы своих продуктов через таких лидеров мнений, она себя в какой-то момент, знаешь, немножко дискредитировала. Ну, конечно. Как анекдот ходит такой рассказ, и, в принципе, я, наверное, с уверенностью где-то на 95% могу его подтвердить, потому что мы знаем этих ребят. Ребята обратились, ребята делали print on demand, да, то есть они делали там футболки с какими-то надписями, с какими-то рисунками. И они обратились к лидеру мнений, такой из разряда, знаешь, звезд селебритис, с количеством подписчиков около, по-моему, то ли 6, то ли 7 миллионов. На YouTube или где? В Инстаграм. В Инстаграм, окей. Да. Сумма, которую они заплатили, была с 4 нулями за одну публикацию. Выхлоп, то есть количество продаж по этой публикации было с 1 нулем, то есть ровно 0. Вот. Поэтому в какой-то момент эта идея дискредитировала, и сейчас где-то вот, наверное, последний год она начинает немножечко возрождаться, потому что вот все те, кто хотел как бы хайпануть и нагрести легких денег, они с рынка ушли, поняв, что это как бы не всегда работает. Вот. С другой стороны, научились, скажем, при помощи определенных инструментов понимать, кто перед вами, реально какой-то лидер мнений или человек просто с раздутыми аккаунтами. А в-третьих, появились и стали активно использоваться два принципиально других способа работы с лидерами мнений. То есть если раньше это было просто ты нашел лидера мнений, ты говоришь, товарищ, у меня есть в кармане $100, давай за $100 ты сделаешь у себя там пост в Инстаграм, да, или статью в блоге, или там короткое видео на Ютубе. Ну, не за $100, может быть, дороже, но ты сделаешь. Ну, да, условно, да. Да, то есть ты, как бы, рекламодатель платил за размещение. То сейчас более активно используются другие два способа. Один из них – это вот такой некий аффилиатный способ, да, когда лидер мнений получает некую реферальную ссылку или некий купон и делится этой реферальной ссылкой или купоном со своей аудиторией. Ну, предлагая дополнительно там какую-то небольшую скидку, как для своей аудитории. И все продажи, которые заходят через эту реферальную ссылку или через этот купон, они засчитываются лидеру мнений, и с них выплачивается некий фи, некий процент от продавца лидеру мнений. То есть вот сколько ты как бы людей нагнал, сколько они сделали продаж, вот столько ты денег и заработал. Это один способ. Это самый на стороне, это я бы сказал, самый крутой для продавца, ну то есть для того, кто заказывает, потому что заложить какую-то комиссию в стоимость товара – это самое простое. Но я даже общался с некоторыми инфлюенсерами, они говорят, нет, я не буду на это. А вот это, кстати, второй момент. То есть действительно те лидеры мнений, которые там достигли какого-то крупного размера своей аудитории, для каждого канала, для каждой социальной сети это могут быть разные числа, вот, и мы об этом еще поговорим. Но, скажем, лидеры мнений вот среднего уровня, средней руки, они достаточно охотно идут на такое сотрудничество. И есть еще один вариант. Где-то, наверное, 1,5 года назад к нам пришел заказчик, это была американская компания, вот американская, они готовили к выпуску линейку косметики для афроамериканок, линейку по уходу за волосами, поскольку как бы, у них, как правило, вот такие там, густые, жесткие волосы. У них такие, это как овечья шерсть такая, знаешь, вот. Да, и вот тяжелая, да. И ребята разработали для них линейку косметики. И у них идея была в том, чтобы выйти на рынок очень широко, очень массово, без каких-то там привлечений больших в рекламные каналы типа Google и Facebook, используя только одну персону в качестве лидеров мнений, только одну celebrities, но при этом они share revenue с этим celebrities. То есть они фактически взяли ее не просто как амбассадора, они фактически вложили ей некий месседж о том, что это ее продукт. Она, так сказать, участвовала непосредственно в разработке. Она черная?
Да, Она темная? естественно, да, естественно. У нее, соответственно, своя там аудитория, да. Вот. У нее, если не ошибаюсь, на тот момент было в Твиттере где-то около 2,5 миллионов подписчиков и где-то тоже порядка 1,5 миллионов в Инстаграм. Окей. И она анонсировала выход этого продукта, начиная, где-то за 3 месяца до реального лонча. То есть еще как бы там продукт ехал, вот, еще там сайт мы как бы доделывали, она уже это рекламировала, подогревая свою аудиторию, и мы уже собирали предзаказы и email-лист, да, список имейлов людей, которые там, хотели бы это купить. Поэтому в тот момент, когда как бы, был повернут рубильник и проект был запущен, то в первые же, так сказать, минуты, секунды, часы у нее пошел вал заказов. У них, да, у этой селебрити, плюс у этих ребят. Вот. И на самом деле очень хорошая тема для того, чтобы бустануть свои продажи с первых дней. Но у нее есть один недостаток у такой схемы. Точно так же, как, наверное, у любой схемы работы с лидером мнений. Если вот ты с одним и тем же или с одними и теми же работаешь. Любая аудитория имеет свойство выгорать. Она имеет свойство заканчиваться. Да? Ты, анонсировав или прорекламировав свой продукт через лидера мнений для его аудитории, можешь продавать неделю, месяц, 2, потом вот все желающие в этой аудитории или большинство уже купили. И остальные это как бы либо повторные покупки у тебя получается, либо это за счет того, что сама аудитория растет у человека. Да? Поэтому тут у тебя всегда должен быть, знаешь, вот некий пайплайн, который ты набираешь, рекрутируешь новых и новых лидеров мнений. То есть он у тебя должен постоянно существовать. Это вот не то, что ты один раз Я понял, но тогда получается, если говорить с историей с Амазоном, допустим, то это хорошо под запуск, да? Потому что потом подтянется органика. Но если с Shopify, то это немножко не долгоиграющая тема, да? Или должен быть Криштиану Роналдо, у которого 300 миллионов подписчиков, и тогда у тебя, если 300 миллионов тогда, то есть из очень большой аудитории, да? Смотри, тут немножечко не так все однозначно, потому что когда ты получаешь буст в том же самом Shopify с первых дней продаж, у тебя за счет вот этих первых продаж получается некий портрет покупателя, который отслеживается там в Google Аналитике и Facebook Pixel. Окей. И ты, соответственно, потом, как бы, имея вот этот большой объем данных, у тебя там 10 тысяч человек купили, ты потом приходишь в Google, да, или приходишь в Facebook и говоришь, вот люди, которые у меня купили, вы их отследили, пожалуйста, показывай рекламу людям, которые похожи. Да, все, то есть ты как бы там не сливаешь бюджет на поиск своей аудитории, на поиск своего покупателя. И вот тогда это как бы там работает достаточно хорошо. Вот как, окей. Понятно. И чем закончилась история с теми... Они хорошо бустанули, вот, то есть они фактически сделали, правда, у них еще достаточно удачное время было, как раз где-то в конце октября они стартовали. Вот, они сделали там 6 digits оборот, да, в течение нескольких недель и постепенно начали подключать Google Shopping. То есть дальше они уже, вот, насколько я знаю, в течение года работают на Google Shopping, делятся по-прежнему как бы share revenue с этой вот девушкой. Новых селебритис они, естественно, не могут искать, поскольку это уже завязано на ее имени, но они уже используют как бы там с выгодой для себя традиционные каналы. Поэтому мы в тех проектах, в которых вот сейчас работаем с тематикой лидеров мнений, у нас есть методика, по которой мы ищем тех лидеров мнений, которые потенциально готовы работать вот за процент от продаж. И мы их ищем для каждого клиента, скажем, постоянно, да, то есть у нас есть люди, которые вот этот пайплайн постоянно создают. В нем там есть этапы, сегодня мы просто нашли, завтра сконтактировали, послезавтра убедили, послезавтра подключили, он там уже что-то рекламирует. Слушай, мы знаем, что его аудитория там исчерпается, поэтому готовится следующее. Окей. Ну, по твоей практике, то есть лучше связываться с одним селебрити или все-таки не подвязываться, а лучше уходить? Ну, здесь вот спорный вопрос, да? Как лучше? Знаешь, спорный, да, потому что, как бы для каждого это, во-первых, разные все-таки продукты, да, не все абсолютно селебритис готовы рекламировать абсолютно все продукты. Понятно, что он должен как-то заходить их аудиторией,
у них тоже должно быть там, знаешь, некое чувство, да, к этому проекту и понимание, что это их. А с другой стороны, иногда даже вот, знаешь, сугубо прагматические очень вещи, там, из разряда там, home and kitchen, да, и они неплохо заходят через лидеров мнений, потому что когда у человека где-то вот, знаешь, в конце пути горят вот эти вот доллары вознаграждения за покупку, он начинает быть безумно креативным. Это, кстати, еще один плюс, когда ты работаешь на проценте с ними. Вместо того, чтобы самому готовить им там, тексты, да, какие-то креативы, еще что-то, ты им просто даешь медиа-контент, там, фотографии или сами продукты для того, чтобы они могли с ними там, поиграться. Какой-то, да? Да. Вот. И там уже у них порой такая креативность как бы включается, что главное успеть ее вовремя остановить. Ну, да, можно же всякую штуку засунуть себе куда-нибудь, не пойми куда. Это будет креативно, это будет соберет... Кайфово, да, но покупать не буду. В продажах это отразится не очень, знаешь. Ты знаешь, вот нужно отдать должное, за все время я не помню каких-то таких ярких инцидентов, возможно, еще потому, что начиная работать с каждым таким лидером мнений, мы ему даем там небольшой бренд-гайд, да, то есть что как бы можно делать, что там нельзя делать. Понятно, что абсолютно все случаи расписать нельзя, вот, но тем не менее основные какие-то вот флажки, основную там красную зону этот документ описывает. Окей, понятно. Хорошо. Давай тогда перейдем к тому, где их искать. Давай. Идти на YouTube и смотреть понравившиеся мне каналы, заходить потом в «О нас» и писать ему e-mail или как-то еще? Окей, смотри, да. Значит, давай я... слушай, у меня, кстати, есть предложение. Может быть, мы просто выложим куда-то в виде PDF-файлика вот те слайды, которые дальше у нас с большим количеством ссылок будет, да? Либо можно их напрямую у меня будет запросить, и чтобы просто могли как бы там тоже ребята, кто не успел, у нас будет на YouTube, потом это сохранено как запись, и мы можем, допустим, ты можешь загрузить этот файл на свой Google диск, дать мне ссылку, я поставлю ее туда в описании. Я думаю, что это будет круто. Посмотреть. Главное, ты потом не удаляй этот файл, а то и все пропадет. Да, не думаю. Так, давай посмотрим сейчас. Смотри, я в первом слайде, вот сразу, несмотря на то, что я считаю это... Я включил презентацию. Да, включай. Несмотря на то, что, в принципе, мне кажется, это уже не всегда на 100% актуальный способ поиска лидеров мнений, я, тем не менее, дал перечень площадок, в том числе и те, с которыми мы непосредственно работаем, для поиска лидеров мнений и для, скажем, сбора по ним первичной информации. Большинство этих площадок не просто дают некие контакты, они дают вот срез, анализ аккаунта этого лидера мнений. Какое количество у него подписчиков, из каких стран, какая демография, какие интересы, какой, так сказать, там уровень engagement и так далее, и так далее. Большинство из этих сервисов, естественно, платные, но, опять же, большинство из них имеет некий триальный период. Ну, наверное, отдельно можно выделить там ветерана из таких площадок. Это Showcard с возможностью просто покупок напрямую stories или публикации в Инстаграм понравившихся лидерам мнений. Вот. В принципе, еще, наверное, имеет смысл выделить вот Ninja Outreach. Это не только инструмент для поиска лидеров мнений, но и хороший инструмент для работы с ними уже дальше в процессе, да, потому что когда у тебя там 100 или там 200 этих лидеров мнений, постоянно работающих у тебя нужна какая-то система работы с ними. И вот, в принципе, Ninja Outreach, он такую систему дает. Но это... Вот у меня сразу, извини, родился вопрос. Есть ли какие-то инструменты, как вот я вижу на этом сервисе или еще где-то, я вижу, что у человека там 1 миллион подписчиков на YouTube или в Инстаграме. Как понять, что это реальные люди? Есть какие-то... Вот тебе эти сервисы, как правило, тебе эти сервисы выложат о нем всю подноготную. То есть ты увидишь не только, какое у него количество подписчиков, но и то, насколько эти подписчики активны. И если у него там 100 тысяч подписчиков в Инстаграм, но при этом среднее количество лайков за каждую публикацию там 10-15, то понятно, что это как бы фуфло.
Ну, да. Ну, вот так, да. Где вот эта вот граница между, или как понять, что у него там из 100 тысяч подписчиков 50 фейковые? Есть какой-то такой инструмент в твоей Но практике? тебе как бы никто, конечно, не напишет, что вот у него из 100 тысяч там и фейковых именно столько-то, столько-то. Ага. Вот. Но ты можешь для себя понять не только размер его аудитории, но и сколько людей просматривает или лайкают каждое его видео или каждую публикацию. И уже можешь отталкиваться на основании этих данных. Плюс, смотри, поскольку мы сейчас говорим, в общем-то, о поиске лидеров мнений для работы дальше под процент, то это уже, ну, как бы не становится настолько критично. Да, это тогда вообще не вопрос, да. Какая Да, разница? ты там по первой неделе уже на самом деле поймешь, это действительно у него есть кто-то реальный, там, есть ли от него какой-то трафик, или это можно его просто вычеркнуть из системы и идти дальше. Угу. Вот. Но опять же, значит, здесь это возможность найти лидеров мнений по площадкам, где они зарегистрированы, вот, и это достаточно, скажем, путь в лоб, путь простой. Вот. Мы используем немножечко другой подход, как правило. Мы их ищем самостоятельно. Мы обычно начинаем вот там с очевидного, да, там Facebook, Instagram, YouTube. То есть мы ищем по названию продукта, если это Facebook, плюс там ключевое слово review, или fun, или club, и находим администраторов этих сообществ. Если это Instagram, соответственно, мы ищем по хэштегу вот название или категория нашего продукта. YouTube точно так же вот название продукта плюс ключевое слово review, fun, club. Мы отбираем по размеру аудитории дальше. То есть если YouTube, мы ищем обычно каналы, где от 1000 до 200 тысяч подписчиков на канал. Вот Instagram от 10 тысяч до полумиллиона. И Facebook вот от 5000 до 100 тысяч. Опыт показывает... Среднюю категорию, даже от ниши до средних. То есть крупных вы не берете, да? Да, да, крупных мы не берем, потому что крупных редко, когда удается заинтересовать на процент, да? А мы сейчас говорим именно о процентах. Да. Значит, если как бы мало вот, Facebook, Instagram, YouTube, тогда мы подключаемся к Google и ищем по ключам, которые вот сейчас на слайде. То есть там, где X – это название твоего продукта или твоей категории. Топ-блогерс, блог-слайд такой-то, там, product reviews, influencers и так далее. После того, как мы находим любые, либо аккаунты в соцсетях, либо вот такие страницы через Google, мы проверяем, естественно, на свежие публикации. Потому что если там последняя публикация была полгода назад, то понятно, что ну, сдохло, да, там сообщество или аккаунт. Ну да. И в Instagram, как правило, там могут быть какие-то контакты, либо просто DM. Вот, в блогах standalone, либо на YouTube часто люди, которые готовы к такому сотрудничеству, они дают контакты, да, или там форму для запроса, либо для бизнеса. Но если такой нет, то, в принципе, ничего в этом страшного нет. Значит, если мы сейчас, знаешь, вот нашли какой-то стендалон блог, да, то есть блоги, они, в принципе, хотя не самая, может быть, свежая тема, но тем не менее в хороший блог попасть гарантирует очень неплохие продажи. Ну, мы смотрим либо по доменному имени, вот там на whois.net, либо, если нет возможности посмотреть по доменному имени, оно там спрятано, есть шикарный сервис, который называется Hunter.io. Значит, я дальше покажу, как он работает. В принципе, вот он. Здесь вот тупо ты в первой же строке вбиваешь название какого-то блога. Например, вот блог о дронах, да, там dronblog.com. Что делает этот сервис? Он ищет и находит тебе все имейлы, которые относятся к этому домену. И дает ссылки, где он их нашел. То есть, грубо говоря, ты уже можешь там найти, как правило, это какой-то email там типа info, да, или support, или context, какой-то вот общий email, и ты смело уже на него каким-то образом можешь писать. Это один вариант. Значит, если у тебя нет, если такая тема не работает, но ты видишь имя и фамилию человека, ты можешь попробовать его найти в Facebook. Ну, в общем-то, низкий процент ответов людей будет через мессенджер Фейсбука, когда ты к ним постучишься. Ну, никто не отвечает. Если это более-менее профессиональный журналист,
тогда имеет смысл его искать там в LinkedIn. Там тебе понадобится, правда, платный аккаунт, вот, премиум бизнес, но он того стоит. И контакты, которые в LinkedIn, ну, там принято отвечать на любые запросы. И, в общем-то, журналистов там отлавливать очень высокоэффективно. Вот. И есть еще сервис, который завязан на Twitter. Хотя Twitter сам по себе не лучшая рекламная площадка, практически любой вот лидер мнения, особенно из fashion или технологий или home and kitchen, он имеет свой Twitter. И вот там вот их отлавливать достаточно легко, и опять же они очень хорошо отвечают. Значит, есть новый сервис. В Твиттере есть Илон Маск. Если он твитнет какой-нибудь... Ну все, да, считай, ты миллионер. Да, он просто твитнул, он какой-то последний... Вчера или позавчера я слышал, он какой-то неизвестный, ну, типа, биткоин какой-то, новый биткоин твитнул, и там сразу плюс 500 000%. Ну, я даже догадываюсь, кто этот биткоин купил перед твитом в больших количествах. Кто эту валюту. Наверное, да, наверное, друг Маска купил. Да. Вот. Значит, вот этот вот сервис most.com, он позволяет либо по имени, либо по названию твоего продукта найти твиты и людей, которые пишут на эту тему. То есть, опять же, да, там в примере с дронами. Здесь просто вбиваешь в дрон и получаешь там перечень твитов или перечень даже твиттер-аккаунтов, которые пишут на эту тематику. И дальше уже с ними как бы в DM, Твиттере связаться достаточно легко, либо твитнуть их, тегнуть. В общем, там уже как бы только от твоей фантазии зависит. Ну там да. Вот штука как бы с Твиттером работает, наверное, наиболее эффективно, даже эффективнее, чем email. Если по-прежнему вот и этого всего мало, мы ищем людей, которые пишут на ту или иную тему вот на этих блогах. Это Products блог, это блоги, которые вот посвящены выходу новых или интересных или кульных продуктов, да, или товаров. Поэтому вот часть из них может быть даже, кстати, еще чуть-чуть уже не такая живая, но тем не менее. Вот по этому перечню мы всегда проходимся, если нам нужно массовое количество или качественные журналисты, качественные блогеры, которые пишут. В слайде, кстати, для тех, кто уже будет там скачивать, вот все эти ссылки, они рабочие. Можно даже не гуглить. Слушай, хорошо. Вот вы нашли условно какой-то пул блогеров, с которыми вам интересно работать. Что вы делаете? Ну, то есть вы пишете имейл, типа, привет, я Вася, вот у меня есть такой продукт, давай работать? Или как вы на начальных этапах выстраиваете? Вот как раз примеры писем, да? Смотри, здесь как-то чем проще, тем лучше. То есть ты же знаешь, да, сегодня никто не читает там многостраничные какие-то сообщения. Да. Вот, поэтому, в принципе, любой такой запрос, он состоит из 3 частей. Первая часть, ты нам делаешь комплимент. Ну да. Видел ваш пост или там, блог, вы такой или молодец, еще я читаю, да. Потом я начал продавать такой продукт, like hot case, окей, you can check it out, вы можете посмотреть это здесь, то есть говоришь коротко о своем продукте и посмотри, пожалуйста, здесь, если тебе это понравится. Абсолютно верно. Да, и третье, если ты if you would be interested in heard more about it, если вы хочешь узнать больше, скажи мне, you can reach me, ты можешь связаться со мной, если у тебя есть... Ну, здесь может быть почта или DM, вот это, да. И let me know what you think, you'd be more happy to send a sample. Ну, то есть я готов отправить тебе какой-то образец. Знаешь, я начал работать, ну, я уже об этом говорил, начал работать с Валбересом, то есть сейчас мы заходим с некоторыми товарами на Валберес, и я что сделал? Я нанял на бирже девочку, которая мне собрала YouTube-блогеров, вот, и всем отправил сообщение, что, слушайте, давайте, вот у меня такой товар, вот вам ссылочка примерно того же содержания, но я сразу начал писать, какие мне были бы интересны варианты интеграции. То есть я сказал, что у меня есть товар, давай я тебе его отправлю бесплатно, а ты сделаешь с ним распаковку, сколько это будет стоить. Или какая-то другая вариация. То есть я написал список вариантов, которые мне были бы интересны. И прежде всего это была распаковка, потому что товар, который можно классно держать в руках, с которым можно играться, ну и так далее. Вот.
как вы предлагаете какие-то варианты? То есть что вы хотите Да. от человека? Да, смотри, здесь на самом деле вот это уже как бы профессиональные качества того человека, который их подбирает. То есть он уже должен понимать, какой ему вариант сотрудничества зайдет лучше всего. Или, скажем так, даже если мы его подбираем, этого лидера мнений под проценты, то чем его можно заинтересовать, кроме процента? Сэмплом ли, готовым ли медиа-контентом, просто каким-то размером потенциальных денег и так далее. И опять же, что у него попросить взамен? Пост вместе с ссылкой в био, если это Инстаграм, распаковку, упоминание в видео. Вот здесь уже как бы все зависит от нас, да, что именно мы ему предложим. И снова же вернусь к теме, поскольку человек работает на процент, вот с той стороны лидера мнений, то он, наверное, сам даже лучше скажет, в каком формате ему интереснее было бы подать информацию о продукте. В каком виде она лучше зайдет. И готов ли он, если это ютубер, знаешь, тратиться на видео распаковки. Или он, может быть, начнет с того, что он просто упомянет этот продукт или вскользь покажет. И если он увидит, что это зашло, тогда он будет готов там вкладываться в видео по распаковке, вот, или там в какой-то демонстрации продукта. Окей. В общем, здесь как бы, знаешь, чем проще, тем лучше. Вот неоднократно за эти годы мы убеждались. Какие-то сложно сочиненные письма не работают. Более того, ты знаешь, может быть, даже имеет смысл вот просто брать и предлагать максимум 2 варианта. Потому что когда ты предлагаешь там 3-4 варианта, человек начинает раздумывать, а может быть сделать так, а может быть вот это. И он как Буриданов осел мечется от кормушки к кормушке и в результате ничего не выбирает себе. Поэтому нужно предлагать 2 варианта, да? Да, поэтому 2 или вообще даже 1, вот, который, знаешь, требует от человека однозначного ответа там да, нет, все. Написать да или нет просто. Вот, думать, голову практически включать не нужно. У нас, смотри, что можно как бы просить или предлагать. Вот, образец плюс скидка для его аудитории всегда хорошо заходит. Понятно, процент продаж. Есть такие приколы, когда ты говоришь, чувак, а давай вот мы какую-то там коллекцию или какой-то товар назовем в твою честь. И ты вот ее будешь там пропихивать. Да, это уже на самолюбие. Да, и очень хорошо работает. Если уже есть какая-то там история работы с этим человеком, всегда можно с ним предложить провести какой-то вот giveaway, да, или sweepstakes для его читателей и подписчиков. То есть конкурс или розыгрыш призов. Вот такие штуки, в принципе, неплохо заходят. Особенно понимаешь, что любой конкурс или розыгрыш, по идее, может и ему, в общем-то, помочь немножечко взрастить аудиторию, не говоря уже о том, чтобы там поднять ее лояльность слегка. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, по твоему опыту, какие конкурсы сейчас проводят? То есть раньше, я помню, самые дурацкие конкурсы, это типа залайкай страницу вот этого человека, и рандомно мы выберем одного, кому подарим самолет. Я не знаю, все что угодно. Абсолютно верно. Ты знаешь, он по-прежнему заходит. Единственное, что, вот, скажем, в тех вот giveaway или sweepstakes, которые мы проводим, мы стараемся делать немножко больший выбор, чем просто залайкать страницу. То есть мы говорим там, лайкни страничку, там, получи балл. Подпишись в Инстаграм, получи еще балл. Оставь свой email, получи 5 баллов. Дай реферальную ссылку на наш конкурс другу, и он по ней зайдет, получишь 20 баллов. И таким образом каждый участник этого конкурса, он может себе вот этих баллов заработать больше и тем самым повысить свои шансы на выигрыш. А как вы, хорошо, тогда сразу вопрос, как вы технически все это учитываете? У нас есть инструмент. Есть специальный инструмент, да? Который... Да, есть специальный инструмент, то есть мы делаем страничку, вот, и за этой страничкой лежит некий tool, да, некий софтвер. Он, конечно, не дешевый, но он себя отбивает. И мы просто гоним трафик на эту страничку конкурса, да, или там лидер мнений гонит. Набивает себе баллы, да? Да, и люди там вот заходят, регистрируются и дальше начинают себе набирать баллы. Причем в любой момент он может вернуться на эту страничку, посмотреть, сколько баллов он уже набрал, вот, какие там у него шансы выиграть приз и так далее. Очень прикольно. И потом вы разыгрываете через какой-то рандомайзер, да? Или как? Мы разыгрываем через рандомайзер, и мы обычно мы такую штуку крутим там
от 3 до 4 недель, чтобы она успела раскрутиться и чтобы как можно большее число людей отправили вот эти вот реферальные ссылки. Тогда получается вирусный эффект. Ага. И мы, поддерживая интерес, проводим розыгрыши еще в ходе самого вот этого вот giveaway. То есть он только начался, 5 дней прошло, мы первый небольшой приз разыграли. Рассказали об этом везде. Okay. Еще 5 дней прошло, еще один разыграли. И так далее, пока конкурс не заканчивается, и мы не разыгрываем главный приз. Прикольно, прикольно. И, соответственно, вы в ходе этой условно-рекламной кампании вы получаете e-mailы людей, Да. которые, которые приняли участие. Мы получаем имейлы, мы получаем рост там подписчиков в социальных сетях, да, мы получаем там больший трафик, и дальше потом уже с ним можем делать все, что угодно. Скажи мне, сколько базово стоит вот такая история? Смотри, пакет такой, под ключ. Ну, я тебе могу сказать, что медиана цены вот где-то начинается, это, условно говоря, от 1000, вот. Средняя цена, я бы сказал, вот 1500-1700. Это без инфлюенсера, да, или с инфлюенсером? Да, это без инфлюенсера, вот это вот и без рекламного бюджета, это вот чисто наш сервис на протяжении месяца. На протяжении месяца, то есть 1000, 1500, 1700 долларов, да? Да, да. Хорошо, а если мы говорим про инфлюенсеров, которые, скажем так, из категории низших и средних, да, там до 500 тысяч подписчиков, сколько они хотят денег, по твоему опыту? Зависит от цены продукта, что, ну, как бы, если это там продукт там, стоимостью в $20, да, то, понятно, он захочет, ну, тебе хотя бы там 20-30%. Считается нормальным поделить 15% между лидером мнений и его аудиторией. То есть аудитории тоже какой-то, да, там купон, скидочку нужно дать. Ага. Поэтому, допустим, делят 10% лидером мнений, да, там 5% аудитории. Или наоборот, там 5% лидером мнений, там 10 аудитории. Ну вот, да. В среднем, я бы сказал, от 10 до 20% это окей. Окей, 10-20% от стоимости товара. От стоимости товара. Смотри, но я правильно понимаю, что вот в пакет 1000-1700 долларов у вас уже входит и в том числе работа с лидером мнений, да? Ну, то есть поиск. Не рекламный бюджет, но поиск и договор с лидером мнений. Или нет? Ты знаешь, нет, потому что, ну, как бы работа с лидерами мнений – это немножко отдельная история. Получается, что у нас есть здесь, знаешь, как бы две темы. Одна, нам нужно найти одного, ну не одного, нам нужно там 10, 15, 20, как можно больше лидеров мнений найти и находить их постоянно. Да. Для того, чтобы трафик всегда был и всегда были продажи. Это как бы один сервис. А сервис как бы по giveaway, он даже не обязательно может быть привязан к лидеру мнений. Это может быть giveaway, который вот ты просто проводишь у себя на сайте, да, или отдельно там на какой-то своей странице, созданной под этот giveaway. И ты туда можешь гнать трафик не при помощи лидеров мнений, а там с рекламой на Facebook, с рекламой на Google, либо еще как-то. Окей. И которая тебе, ну, скажем так, привести человека, чтобы он у тебя что-то купил, как правило, на порядок дороже, чем привести человека на страничку вот giveaway, да, или sweepstakes, где он может что-то выиграть. Ну, согласен, конечно, потому что так все любят халяву и все ищут свою кнопку «дай бабло». Ну да, типа того. Окей, скажи мне тогда, как устроена у вас работа допустим, я завтра ваш клиент, да, то есть я хочу, чтобы вы мне сделали вот такую всю историю. С чего все это начинается и чем это все заканчивается? Смотри, мы как бы, все достаточно просто. Первое, что мы должны понять, прежде чем мы дальше будем работать, это твой продукт. И мы на основании там либо собственных каких-то аналитических инструментов, либо на основании там вот всего экспириенса, который есть, можем дать тогда приблизительный прогноз на уровне того, насколько это может быть интересно. Если это интересно и клиенту, и нам, и мы видим в этом потенциал, мы оговариваем потенциальное количество, да, людей, количество лидеров мнений в течение первого месяца. Из этого первого месяца
2 недели у нас уходит на сетап всех инструментов и на первичный поиск. То есть первые публикации лидеров мнений, можно их ожидать вот спустя 2 недели после начала работы. И, соответственно, еще там 2 недели эти публикации появляются регулярно. Заканчивается срок нашего вот первого такого контракта на 30 дней. Мы садимся с клиентом, смотрим на результаты, смотрим, насколько ему как бы это там нравится, не нравится. Вот, если нравится, мы счастливы продолжать. Если он говорит, там, ребят, давайте возьмем паузу, ну, окей, мы понимаем, такое может быть у него тоже. Там, товар кончился, не знаю, не завезли что-то, где-то другие продажи случились и прочее. Мы идем вот спринтами по 30 дней, для того, чтобы с одной стороны не привязывать и с другой стороны иметь в любой момент возможность отдать все наработки клиенту, если он, допустим, захочет дальше самостоятельно продолжать. Но есть же альтернативные сервисы, ну, то есть не только ваши, типа по giveaway, ну, то есть чтобы вот нам сделали страничку, и где это вот все это собирается, правильно? То есть вы с таким работаете? Есть и по giveaway, есть и по работе с лидерами мнений. В принципе, я думаю, что мы не единственное, да, там, диджитал-маркетинг агентство, которое на территории Северной Америки оказывает такие услуги. Не буду, наверное, рекламировать кого-то других, потому что... Ну, разумеется. Да, но я думаю, что там Google в помощь подскажет. Я понял. Тогда давай, у нас тут есть один вопрос от человека, но у нас, напомню, у нас основная аудитория все-таки амазонщики, да? Давай поговорим немножко про Amazon. То есть если, я сейчас выведу этот вопрос на экран, если мы даем у инфлюенсера реферальную ссылку на Amazon, как нам понять, что вот по этой реферальной ссылке купило 100 тысяч человек? У Amazon, на самом деле, у них же есть своя собственная программа, где человек, лидер мнений, да, он регистрируется в этой программе, и тогда за любую продажу на Амазоне он получает свои 10%. Да, это вот внутренняя система инфлюенсеров на Amazon. Да, это вот как бы их внутренняя система. То есть, в принципе, ты можешь, скажем, сузить поиск таких лидеров мнений, которые уже участвуют в этой программе, либо пинками их загонять в эту программу. Вот. Плюс то, что все отслеживание за тебя делает Amazon, минус в том, что ты немножко ограничен во влиянии. Это 10% и все, и, там, ни вправо, ни влево. То есть за тебя условия определяет как бы Amazon. Одним из таких, знаешь, древнючих способов возможности отслеживать продажи от лидера мнений, являются там купоны скидочные. Ну да. Вот. В принципе, есть возможность как бы и по реферальным ссылкам. Я даже знаю известные среди амазонщиков агентства, которые это делают. Мы работаем, в принципе, вот с клиентами, которые ведут на Amazon, значит, используем либо купоны, либо сейчас тестируем новый инструмент, не готов пока детально рассказывать, но пока там результат у нас хороший, который, в принципе, позволяет, да, вот при помощи таких там реферальных ссылок отслеживать продажи каждого из лидеров мнений и, что немаловажно, доказывать лидеру мнений его продажи. То есть мало, да, самому понять, что вот там Вася Петров привел тебе 5 продаж. Да. Ты еще должен быть, ты еще должен Васе Петрову доказать, что, чувак, от тебя пришло 5 продаж, а не 10, не 15. Ну да, вот это вот очень важный момент, потому что купить там пост или договориться с лидером мнений – это одно, а как вот понять, что именно благодаря этому у меня появились продажи там или какой-то буст или еще что-то, какая-то такая история. Ты знаешь, где-то вот, наверное, 60-70% ребят, которые вот к нам приходят с Амазона, они в конечном счете останавливаются на том, что они все-таки в дополнение к Амазону делают там, на Shopify, не Shopify, не пофиг. Какой-то лендинг, даже если это идет там продажа одного продукта, с возможностью купить на этом лендинге. Просто потому, что это им обходится дешевле и интереснее. Потому что привести человека от лидера мнений хоть на Amazon, хоть на сайт стоит абсолютно одних и тех же денег. Тех же самых там вот эти вот проценты, которые ты ему отдашь. Согласен. Вот, только на Амазоне ты еще отдашь вот там амазоновские фи, да, а на своем сайте ты отдашь... На Амазоне ты не получишь никаких контактов, мы об этом говорили. Ты не получишь никаких контактов, абсолютно верно. Знания о человеке, в том числе через пиксель знания о его... Да.
И тут еще важный момент, что если у тебя как бы там свой сайт или свой лендинг, то мы к нему прикручиваем некий софтвер и даем доступ в этот софтвер и лидеру мнений. То есть получается, у лидера мнений есть некий кабинет, куда он может зайти и в режиме реального времени посмотреть свои продажи, посмотреть, как бы, кто от него пришел, какая у него выплата на текущий момент, когда у него там дата payout вознаграждения и там, прочее. То есть, ну, фактически свой как бы кабинет. Все, окей. Ну, типа рекламная кампания, ну, типа биржа для блогера, да, то есть вы создаете условно. Ну, да, но только это вот... Можно же несколько инфлюенсеров сделать, и каждый будет видеть, сколько он заработал, да, то есть. Абсолютно, да. Только эта вот биржа, значит, принадлежит именно там, даже не нам, а нашему заказчику. Ну, конкретному заказчику. Это очень интересная история. Очень интересная история. Вернемся к презентации. Там у тебя еще что-то есть, да? Да, ты знаешь, значит... это ваш контакт. Нет. Я сейчас отмотаю. Я тут пару слайдов пропустил, пока мы говорили. Я бы еще посоветовал искать руководство по подаркам, да, вот такие вот гайды. Ну что, особенно вот сейчас в Q4. Статьи по типу там топ-5 подарков для, и дальше подставляете что угодно, они в этот период очень популярны. И если вы попадаете в такие статьи, то вы гарантированно будете иметь очень качественные продажи. И вот, соответственно, просто была рекомендация на примере, скажем, подарков там, для гитаристов, да? По каким ключам мы ищем такие вот гайды. Причем иногда мы подставляем даже прошлогодние даты, например, там 2016, 2018. Guitar Buying Guide там 2018. И ты, если находишь такой гайд, ты можешь уже автору этого гайда написать и спросить его: чувак, а ты планируешь такой гайд в этом году? А давай там мы тебе предложим ремень для гитары, да, или подставку для гитары, либо что-то еще, которое ты можешь включить. Слушай, знаешь, что я хотел спросить? Я не знаю, ты Криса Норма смотришь, ну, этого, ну, американского амазонщика, бородатого? Да. У него было, и он, по-моему, эту услугу оказывает, публикация статей в СМИ. Ну, типа вот. И я немножко не до конца понимаю, как эта история работает. Ну, типа он говорит, что вот мы делаем грамотный пресс-релиз, вот, и типа рассылаем его по СМИ. Ну, у меня есть свое небольшое в России СМИ, там, информационный сайт, но мне приходит куча таких этих, и я ничего не публикую. Я как бы не очень верю, что в Нью-Йорк Таймс там или в какое-то действительно серьезное издание можно таким образом попасть через пресс-релиз. Вот, но есть ли у вас опыт вот именно со СМИ? То есть хочу, чтобы вот такой гайд по подаркам для Нового года 2021 вышел в какой-нибудь газете американской, ну или на сайте на каком-нибудь американском. Смотри, гайд не гайд, но как минимум какие-то там пресс-релизы мы делали. При запуске новых интересных продуктов, ну, тоже нужно понимать, что это продукт, который потенциально может создать там некий хайп в прессе, да, понятно, что там на новую тарелочку там сложно будет какой-то создать хайп. Вот. Но если продукт потенциально интересный, то мы такое делали. Делали это при помощи сервисов. Я, наверное, там отдельно могу где-то написать, как эти сервисы называются. В принципе, когда-то мы, где-то года 2 назад у нас был запуск продукта по Канаде. Нам по-моему, в 1500 или 1600 долларов обошлась публикация этого пресс-релиза по-моему, в 120 средствах массовой информации в Канаде, включая радиостанции, блоги, офлайновые газеты и так далее. И? Ну, смотри, там цель была awareness, там не была цель продаж. Вот, поэтому, естественно, в пресс-релизе мы как бы там не публиковали реферальных ссылок для того, чтобы подследить продажи именно вот от результатов этого пресс-релиза. То есть был ли после этого там скачок узнаваемости? Ну, совершенно однозначно.
Вот. Какая часть из него пришлась на вот эти публикации, какая часть там на платную рекламу, мне сказать сложновато. Угу. Ну, просто вот ты сказал история с гайдами, то есть гайд и ссылку на Amazon – это прикольная история, как мне кажется. Очень, да, да. Такое Вот. работает. А ссылка на Amazon, это, ну или на сайт, неважно куда, это, наверное, не очень рабочая история, да? Типа Смотри, я вот, кстати, по поводу ссылок на Amazon. Я подписан на вот Hi-Fi, вот, с давних пор, и там, как любитель Hi-Fi постоянно читаю какие-то свежие обзоры, у них раз в год выходят вот Hi-Fi Awards, да, значит, там топ-продукты из Hi-Fi мира за год. Они абсолютно не стесняются под каждым продуктом там, дать ссылки на Amazon, причем не только там в UK, откуда они родом, но и там немецкие, да, там канадские, американские, вот это. Причем, ну, ссылки, понятно, не просто листинг, а вот как раз такие, как бы там реферальные. Это крупнейшее издание, посвященное там Hi-Fi в мире, там, безумно авторитетное. Поэтому история, как ты прав, абсолютно рабочая. Вот ссылками с таких гайдов или с таких обзоров на амазоновские листинги. Ну, это, ну, смотри, а это их можно отнести к инфлюенсерам, или это все-таки не инфлюенсер, это уже отдельная история? Ну, вы этим занимаетесь? Нет, почему? Ну, то есть не обязательно же лидер мнений, да, это там какой-то человек-персона, да, имеющий имя, фамилию. Вот. Это может быть и издание. Ну да, согласен. Согласен. Ну, и да. По поводу уже изданий, если мы заговорили, вот сейчас на слайде press.farm. Это очень прикольный сервис, который готовы делать комплексную пиар-компанию. И, в принципе, у них очень недорогие и адекватные пакеты. В том числе вот упаковка пресс-релизов, там, написание, создание, рассылка и всего прочего. Поэтому, если уже интересно вот профессионально более-менее поработать со СМИ, то можно, в принципе, с них начинать. Okay. Ну вот, вот идите фармите туда. Ой, Жень, спасибо большое. Мне на самом деле было очень интересно и очень познавательно. Есть о чем подумать. У нас, наверное, еще не все разогрелись после, не все охладились после событий в Украине. Ты не ездил туда на эти два форума? Мы были партнерами на Global E-Commerce Forum. Вот, Тимофей. Да. К сожалению, не получилось в этот раз поработать как бы на форуме, вот. Но тем не менее слышал, что и то, и другое мероприятие своим подходом, своими спикерами и участниками дает, как всегда, определенный волшебный толчок под одно место. Да, я имею тоже очень много отзывов об этом. Было интересно. Мне очень жаль, что мне не получилось в этом году поехать. Ну, наверное, в следующем году мы все увидимся там, и нас будет еще больше. Вот, хорошо, Жень, спасибо большое. Мы будем заканчивать. Все ссылки Евгения вы можете найти у меня в друзьях в Фейсбуке, он есть во многих группах в Фейсбуке. Exeta Consulting, вот здесь вот есть внизу их сайт. Вы можете связаться с ним, будем рады всему, да. Спасибо большое, Жень, что ты пришел сегодня. Спасибо, что позвал. Уверен, что мы увидимся с тобой еще и не раз. 100%. Все, спасибо. Спасибо. Пока-пока.